Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Напомню, это видеоблог по ремонту Passat B5 в гаражных условиях. И вот появился повод записать очередное видео. Прошло немного времени с тех пор, как удалось избавиться от стуков практически полностью в передней подвеске, как появился жуткий скрип в левом колесе, в районе левого колеса. Причем не только во время езды, но и даже когда машина стоит, при малейших поворотах руля влево-вправо, скрип очень сильный, как телега скрипит. Вот. Ну и терпеть это, конечно, сложно. Ездить с таким шумом стыдно даже. Поэтому я залез в яму и нашел источник скрипа. Покажу сейчас и вам, если у вас есть подобные симптомы, в чем может быть причина и как ее устранить. Само собой разумеется, что скрипеть может в разных местах, и этот узел нужно выявить при помощи покачивания, прилагая усилия рычагом. И вот я вам покажу, если вы заложите монтировочку под защиты, да, это левое колесо переднее, вот под эту косточку так называемую, которая рычаг со стабилизатором соединяет. И вы как бы вперед по ходу движения машины нажимать будете на монтировку, и будет этот скрип. Причем, видите, именно при этом движении вот этот самый передний нижний рычаг, он покачивается, то есть его шаровая покачивается, и именно она скрипит. Вот если такая диагностика показала, что у вас тоже скрипит именно эта шаровая, то сейчас я покажу, проэкспериментирую, потом расскажу, что получилось, как это можно исправить, не снимая рычага. Ну, понятно, что это временное решение, чтобы не скрипеть как на телеге, пока появится возможность для более надежного полного ремонта, возможно даже замены рычага. Кстати, пару слов в отношении причины, почему этот скрип появился. Ну, возможно, это естественный износ, возможно, я не исключаю, но вы, может быть, помните, недавно у меня было видео на канале про перегрев тормозного диска, и я там перебирал тормозной суппорт, ремкомплект менял. Так вот, из-за нескольких перегревов диска тормозного, вот масло, да, которое в шаровой находится, поскольку она довольно близко, этот узел расположен к тормозному диску, скорее всего, масло там перегревалось, возможно, она утратила свои фрикционные свойства. Но это как версия. Это еще раз показывает, насколько опасно не решать проблему с тормозами. Если они греются, надо ее срочно решать, иначе будут побочные эффекты, возможные такие побочные эффекты. Итак, вычитал я как довольно старый метод, да, вот дедовский, как говорят, набрать шприц трансмиссионного масла, иглу обычную, да, взять, и под пыльник, проколоть пыльник и туда вдавить максимально, сколько масла влезет. Потом оно должно само там разойтись, да, вот по всему этому шару, и, ну, скрипеть уже не должно. Так как люфта в этом рычаге нет, в этой шаровой, то ездить он еще будет, я думаю, не знаю сколько, но менять его просто из-за скрипа не хочется. Так, делаем сейчас то, что я сделаю, то, что я сейчас сказал. Сделаю инъекцию больному и потом запишу последнюю часть этого видео. Расскажу, решилась ли проблема со скрипами, ушла ли она и как скоро это произошло.
Итак, прошло уже 3 недели с тех пор, я как проделал эту процедуру, и пришло время поделиться результатами. Результат меня порадовал. Хотя не сразу исчез скрип, приблизительно на второй день, но исчез и после того не появлялся. Все, стало тихо. Следовательно, этот способ действительно работает, эффективный. Немного технических подробностей, чтобы было легче вколоть вот это масло трансмиссионное. Так как иголка мелкокалиберная, то, а масло очень густое, то его очень сложно будет инъекцию эту сделать в пыльник, если масло предварительно не подогреть. Подогреть его можно даже прямо шприц опустить в литровую банку с горячей водой. Все, несколько минут там полежит он, и после этого масло впрыснется, и все получится без труда. Можно полностью пыльник до предела набирать полное масло, лишнее потом вытечет. Вот, в общем-то, подтвердил я эффективность этого метода. Так что если у кого-то появится скрип, не спешите сразу менять рычаги. Там можно еще поездить, пока не появится удобное время, разобрать и провести профилактику, либо замену. Всем спасибо за просмотр. Если кому-то помог этот рецепт, ставьте пальцы вверх, как обычно. Рекомендуйте мой канал, подписывайтесь на него. До новых встреч!